Всем привет, меня зовут Алина Федорова, добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет еще одно видео, посвященное студентам и школьникам. В нем я расскажу вам о своей школьной студенческой жизни, о том, как меня воспитывали родители, о своем детстве, поделюсь своими лайфхаками, которые помогали мне фокусироваться на учебе. Начну с того, что я родилась в обычной семье, обычного достатка, я бы даже сказала, наверное, бедная семья. Могу сразу развеять самый любимый распространенный миф хейтеров о том, что у тебя родители богатые, которые тебе все изначально дали, либо у тебя мужчина богатый. У меня не было ни первого, ни второго. И когда я встретила своего мужа, у него тоже ничего не было, кроме его талантов и его трудолюбия. Мои родители меня очень любили. Я единственный ребенок в семье, и все, что они могли, они мне это давали. А самое главное, что они меня всегда поддерживали, они в меня верили, они постоянно меня хвалили, говорили, что я самая красивая, самая умная, у меня все получится, всегда мной гордились. Я не знаю, как просто выразить благодарность им за это, потому что это мне много дало в жизни, я стала тем, кем я стала, только благодаря им. И есть люди, которые считают, что нельзя ребенка сильно хвалить, потому что он зазнается, станет эгоистом. Мне кажется, что как раз-таки самое худшее, что можно сделать для своего ребенка, это недолюбить его в детстве. Потом он не уверен в себе, пытается восполнить вот эту вот любовь, которую ему не доставало в чем-либо. Не знаю, кто-то заедает, потом это приводит к избыточному весу, потому что это такая психоэмоциональная травма с детства. Кто-то ищет эту любовь в своем потенциальном муже, пытается тоже залечить свою рану за счет другого человека. Очень важно заниматься воспитанием ребенка, пока он еще малыш, пока он маленький, потому что то, что посеешь, то и пожнешь. Что касается воспитания, я вообще не помню случаев, когда я очень сильно ругалась с родителями. То есть, если я с ними когда-либо ругалась, это можно было пересчитать на пальцах одной руки. Меня никогда не обзывали, меня тем более никогда не били. При этом я никогда не делала никаких глупостей, никогда не попадала в какие-то плохие компании, я не курила, не пила, я всегда хорошо училась, то есть у моих родителей не было со мной никаких проблем. Так как мы часто переезжали по семейным обстоятельствам, я, соответственно, меняла очень много школ. Я поменяла, наверное, 11 школ. Это каждый год это была новая школа. И, естественно, это был для меня стресс, новый коллектив, новые учителя, все заново, все иначе как-то. Друзья, которые у меня оставались в прошлой школе, получается, я прерывала общение с ними, появлялись новые люди в моей жизни, то есть не было такой стабильности. Конечно же, это на меня очень сильно повлияло. Тем не менее, я училась приспосабливаться постоянно к новым обстоятельствам, к новым людям, и это тоже в какой-то степени сформировало мою личность и мне как-то помогло. Что меня мотивировало, например, хорошо учиться? Целеустремленность какая-то, мне всегда хотелось быть первой, мне всегда хотелось быть лучшей. Вот как родители мне говорили, что я лучшая, что я самая красивая, самая умная. Мне хотелось быть такой. Сегодня, ребят, я поделюсь с вами своими советами, лайфхаками, которые помогут вам принимать правильные решения в вашем юном возрасте, чтобы не наделать никаких ошибок и чтобы сделать вашу школьную либо же студенческую жизнь гораздо проще и в целом приятнее. Ребят, первый мой совет для вас — это взять себе за привычку каждый вечер в блокнотик записывать 3 хорошие вещи, которые с вами произошли за этот день, а также 3 новые вещи, которые вы для себя узнали. Это может быть даже что-то незначительное, но самое главное, что это действительно было что-то положительное, и уже через пару недель подобной практики вы увидите, что вы начнете замечать те вещи, которые раньше проходили мимо вас. Вы будете больше наслаждаться своей жизнью, фокусироваться на позитивных моментах. Я считаю, что негатив и позитив они с нами одновременно, но только там, где наше внимание, где наши мысли, на чем мы сфокусированы, в том мы и живем. Поэтому да, у человека действительно есть выбор: либо быть счастливым, либо быть несчастным. Ребят, давайте начинать работать над собой прямо сейчас. Поставьте это видео на паузу и напишите в комментариях 3 вещи положительных, которые с вами сегодня произошли. По профессии я инженер. Почему я выбрала эту специальность? Потому что мне казалось это серьезно, это востребовано,
востребованное, то, что будет приносить деньги. Я абсолютно человек не математического склада ума, я наоборот гуманитарий, я наоборот всегда любила более гуманитарные науки. То есть мои самые любимые предметы в школе это была история, там, языки, литература, я очень любила литературу, философия. Вообще я на тот период времени, когда мне было там 16 лет, я заканчивала школу, я абсолютно не знала, кем я хочу стать, вот вообще не понимала. Я примерно понимала, как я хочу жить, это да. А вот кем хочу стать, вот это нет. Когда я поступила в свой университет и, помню, впервые увидела свое расписание, я была в шоке. Это, знаете, термоэлектродинамика, физика, оптической связи, программирование, там еще чего-то. То есть такие названия предметов, которые просто даже тяжело выговорить. Я такая думаю, господи, как я буду вообще это все учить, как я буду это тянуть. Конечно же, меня очень стимулировала учиться стипендия. Когда я начала получать первые деньги от государства, я подумала, о, как круто, потому что, у меня не было возможности, там, родители не могли мне помогать сильно. Я все делала, чтобы оставаться на стипендии. В итоге я с перепугу так все это зубрила, так училась, что я вышла даже на повышенную стипендию. Я вообще от себя этого не ожидала. Конечно же, да, получала за счет старательности, за счет целеустремленности, трудолюбия, и плюс Вселенная мне тоже помогала, потому что я не раз чувствовала, что мне как будто, знаете, удача сопутствует. И знаете, несмотря на то, что я тогда все равно не видела свое будущее, то есть я смутно представляла, как я буду работать инженером, я вообще не была в восторге от той специальности, которую я выбрала, но тем не менее у меня не было чувства паники, страха, я не чувствовала себя несчастной. Я наоборот тогда была очень благодарна за то, что я имею. Я думаю, блин, я могу учиться, вообще чему-то учиться и бесплатно, это же так круто, я могу получать стипендию, даже несмотря на тот факт, что мне нужно было до университета добираться на 3 видах транспорта. Там это было метро, маршрутка, еще одна маршрутка, там либо автобус. И я ездила каждый день вот так в течение 5 лет на 8:30, кажется, на пары. И я вставала в такую рань, особенно когда это было холодно, когда это был мороз. Все равно я чувствовала себя тогда счастливой, и меня переполняла благодарность. Также я просыпалась еще раньше для того, чтобы приехать в университет с уложенными волосами. То есть я каждое утро обычно мыла волосы, укладывала, чтобы у меня там был объем, делала минимальный макияж, красила ногти, потому что тогда у меня не было возможности ходить на маникюр, но я при этом всегда любила, чтобы руки были идеальны. То есть всегда это духи. Да, я тратила на это время, я не досыпала, но я себя чувствовала счастливой. И это я делала не для кого-то, а делала для себя, просто мне так нравилось. Еще один немаловажный совет – это верьте в себя и в свое будущее. Если ваши родственники, преподаватели, там, знакомые, ваше окружение пытается вам навязать свое мнение, сценарий своей жизни, спроецировать свою жизнь на вас, ни в коем случае не поддавайтесь, потому что если у ваших, например, родителей был какой-то негативный опыт, это не означает, что у вас будет тот же сценарий. Если у кого-то что-то не получилось, это не означает, что у вас не получится. Если кого-то предали, это не означает, что вас предадут. Ваша жизнь, она уникальна, она особенна, и только от вас зависит, какой она будет. Просто мысленно представьте свое будущее, где вы хотите быть, чем заниматься, в каком окружении находиться, что чувствовать. И знайте, что каждый ваш, даже самый маленький шаг в эту сторону будет вас приближать к вашей мечте. Просто знайте, что с каждым днем вы становитесь сильнее, опытнее, мудрее. Человек говорит через призму своего опыта и мировоззрения. Ему кажется, что если у него так, то и у других так. И поэтому у людей бывают недоразумения. Например, я тоже в своих видео говорю о чем-то, а кто-то меня не понимает, потому что его жизнь она совершенно другая. Но, ребят, вы можете свою жизнь сделать такой, какой вы хотите, чтобы она была. Просто избавьтесь от вот этих негативных установок, которые вам пытаются навешать несчастные люди, у которых действительно жизнь по какой-то причине не сложилась. Самое главное, никогда не переставайте мечтать. Вот мечтать так, как в детстве. Относитесь к жизни проще, как к захватывающему какому-то приключению, а не как череде проблем каких-то. Развивайтесь во всех направлениях. Вот, например, то, чего я не делала, когда я училась, я никогда не
посещала каких-то секций, и вот это очень плохо. Поэтому я считаю, что чем больше у вас каких-то своих увлечений, тем быстрее вы поймете, чем вы хотите заниматься, тем быстрее вы выявите свои способности к чему-то. Поэтому по возможности интересуйтесь различными вещами. Можно найти на ютубе, вообще на просторах интернета что угодно, различные курсы, семинары, книги. Столько сейчас информации, что если все это изучать, вы уже в очень юном возрасте можете обрести огромный багаж знаний, который, например, я не могла получить в свое время. А также ребят в подростковом возрасте, конечно же, бушуют гормоны. Это постоянные какие-то эмоциональные всплески, часто там какие-то бывают ссоры с друзьями, там в школе, с родителями, какие-то проблемы. Вы должны понимать, что этими эмоциональными всплесками вы вредите себе в первую очередь, а не кому-то другому. Поэтому, чтобы смягчить ситуацию, я рекомендую, во-первых, заниматься каким-то спортом, пойти на танцы, на йогу, на фитнес, на плавание, куда угодно, потому что это то, что поможет вам избавиться от негативных эмоций, вот, дать выход им, да, и направить в нужное русло. Это может быть тоже какое-то просто увлечение, то есть хобби помогают. Также это могут быть медитации, о которых я недавно записывала свое видео. Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы попросить своих родителей найти и оплатить хорошего психолога. Это тоже абсолютно нормально. На Западе уже давным-давно практикуется это, и я считаю, что это идет на пользу как и подростку, так и родителям. Тренируйте свой мозг, относитесь к нему как к мышце, которую можно развивать, тренировать, и чем больше вы над ней работаете, тем сильнее она становится. То же самое и с мозгом. Чем больше вы занимаетесь какой-то умственной деятельностью, тем лучше работает ваш мозг, улучшается ваша память. Выберите для себя любой способ, то есть помимо домашнего задания еще нужно заниматься саморазвитием. Читайте книги, учите стихи, учите иностранные языки, не знаю, пишите свои мысли в блокнотик. Это все то, что будет вас развивать. Найдите свой способ. Также работа с цифрами очень помогает тренировать мозг. Вы можете перестать пользоваться калькулятором и там делать вычисления у себя в уме. Со временем вы увидите, что у вас будет получаться все лучше и лучше. Купите себе новый лук для школы, либо же университета, потому что, конечно же, в этом возрасте хочется выглядеть красиво, стильно, особенно девочкам, да, хочется наряжаться как-то. Я себя помню в этом возрасте, и даже если у вас нет там финансовых возможностей, да, чтобы часто себе покупать одежду, сейчас, мне кажется, просто отличное время, потому что есть очень много магазинов разных, масс-маркета, где огромный выбор и, в принципе, демократичные цены. Кстати, недавно я записывала видео на эту тему, аутфиты для школьников и студентов. Если вы не смотрели это видео, обязательно посмотрите, возможно, вы для себя там найдете какие-то классные идеи. Меня мама всегда приучала к тому, что лучше пусть будет немного вещей, но они будут получше. И главный секрет в том, чтобы вещи просто на вас хорошо сидели. Поймите, если вы оденете просто обычную какую-то кофточку нейтрального цвета, какую-то водолазку, джинсы, и если это просто сидит круто на вашей фигуре, подчеркивает ваше достоинство, скрывает недостатки, все это уже залог успеха и залог того, что вы будете хорошо выглядеть, больше ничего не нужно. Также мне мама объяснила, что если нет денег, возможности покупать какие-то ультрамодные вещи в дорогих брендах, не нужно покупать подделки, какие-то кричащие вещи там на рынке, либо в масс-маркете, да, там какие-то супер яркие цвета, какие-то надписи, какие-то сумасшедшие принты, потому что, ну, это просто некрасиво, там блестки, пайетки, все это, ну, это не очень выглядит. Если ты просто купишь черную футболку обычную, это будет выглядеть гораздо лучше. У меня был такой некий минимализм, но при этом мне нравилось, как я выгляжу. Также, знаете, в младших классах, когда девочки носили такие огромные банты, мне мама, наоборот, покупала просто какие-то красивые, стильные заколочки небольшие. Она мне всегда говорила о том, что «Элина, ты очень красивая, не нужно этим огромным бантом отвлекать внимание от твоего красивого лица. Это ты должна украшать вещи, а не они тебя». И я очень запомнила эту фразу, и я очень благодарна маме, что она мне с детства привила вот вкус и учила правильным вещам. Следующий совет: относитесь уважительно к учителям и преподавателям.
На самом деле очень мало детей вундеркиндов, все равно у каждого из нас есть своя предрасположенность к изучению тех или иных предметов. Поэтому то, что вам что-то не дается, что-то у вас не получается, какой-то предмет вы не любите, это абсолютно нормально. Если ученику не нравится какой-то предмет, какая у него обычно реакция, да? Что он делает? Он прогуливает этот предмет, он всячески показывает, что ему не нравится этот предмет, что он неинтересный, он не делает домашние задания, он отвлекается на уроки. Нужно ставить себя на место учителя. Представьте, этот человек посвятил всю свою жизнь изучению этого предмета. Он этому учился, он считает этот предмет важным, интересным, он считает делом своей жизни обучать этому предмету других. И тут вы показываете ему всячески свое такое вот неуважительное отношение. Конечно же, на этой почве будет много конфликтов. Чтобы этого избежать, попытайтесь показать учителю, что вам не все равно, что вы хотите научиться, что вы стараетесь, что вы прилагаете усилия, что вы внимательно слушаете. Не бойтесь сказать, что у вас не получается. Просто подойдите и скажите, что да, вот мне тяжело дается этот предмет, но я хотел бы в нем разобраться. Нужно просто показать человеку свое уважение. И даже если учитель видит, что вы совсем не тянете на 4, он вам ее поставит. Поэтому всегда просто оставайтесь с людьми. Помните о том, что как вы относитесь к людям, так и они относятся к вам. Постарайтесь никогда не откладывать на потом выполнение домашнего задания. Я сама по себе знаю, что все, что откладывается там до лучших времен, потом в итоге это делается как попало, возможно, вообще не делается, либо же это все накапливается, а потом в самый неподходящий момент, когда у вас там какие-то свои дела намечаются, тут у вас все в кучу, и в итоге это вызывает панику, стресс, истерику. Чтобы этого не допускать, просто выделите время для выполнения домашнего задания. Вот вы пришли с пары, там, с уроков, выделите там 2 часа, 1,5 часа на выполнение домашнего задания. Также, когда вы только, например, изучили какой-то материал, это еще все свежее для вас, вы еще все хорошо помните, и тем самым вам будет легче выполнять домашнее задание, нежели там, когда пройдет неделя. Во всех отношениях лучше все-таки делать все сразу. Да, тут такой момент дисциплины. Я знаю, что это может быть для некоторых сложно, но поверьте, когда вы себя к этому приучите, когда будете регулярно так делать, это войдет в привычку и значительно облегчит вам вашу жизнь. Например, я знаю, что иногда страх просто что-то начать делать гораздо хуже, чем само задание. Поэтому, вот да, есть такой очень классный трюк. Вы ставите таймер, например, на 5 минут и говорите, что вот вы будете выполнять домашнее задание 5 минут, после чего вы заканчиваете выполнять эту работу. Но чаще всего так бывает, что когда вы начинаете что-то делать, вы настолько входите во вкус, и вы не останавливаетесь в итоге, пока не выполните это задание. Так часто бывает, поэтому я уверена, что многим из вас это поможет. Очень важно создать себе классную атмосферу. Вы можете приготовить себе чай, кофе, что вам нравится. Не обязательно заниматься дома. Вы можете, например, пойти в какую-то уютную кофейню, взять с собой ноутбук. Даже при выполнении домашнего задания тоже нужно какое-то немножко вдохновение. И вот такие какие-то маленькие моменты, они могут вам в этом помочь. Можно готовиться, например, к экзаменам, там, к сдаче курсовой, либо же выполнять домашнее задание вместе там, с одногруппником, там, с одноклассницей. И таким образом вы можете, например, друг у друга спрашивать, что-то объяснять там, друг другу, если кто-то что-то не понял. И в целом этот процесс будет более веселым и интересным. Также, например, вы можете создать специальный плейлист с музыкой для учебы, для выполнения домашних заданий, музыка, которая будет помогать вам фокусироваться. Это может быть какая-то нейтральная, спокойная музыка. Если вас, например, отвлекает текст в песне, вы можете слушать просто инструментальную музыку, либо же белый шум. Кстати, белый шум вообще очень крут, он повышает концентрацию, креативность мышления. Белым шумом могут быть, там, например, звуки дождя, шум моря, шум дороги. Учитесь продуктивно, а не много. И у вас, и у меня в сутках 24 часа. Вопрос только в том, кто как использует это время. Потому что чаще всего люди, которые жалуются на то, что у них нет времени, они попросту часто прокрастинируют на рабочем месте, часто отвлекаются на какие-то второстепенные задачи, неправильно расставляют приоритеты, сидят в Инстаграме. Поэтому, ребят, когда вы четко отведете
отведете время для выполнения домашнего задания, например, там 2 часа, да, за которые вы должны успеть выполнить тот объем работы, который вам там задали, например, по какому-то предмету, а дальше вы знаете, что у вас там уже какие-то другие планы, что вы собрались с друзьями в кино и так далее, вы в любом случае работать будете более продуктивно, чтобы успеть все выполнить именно в эти сроки, в эти 2 часа. Поэтому, когда вы четко обозначаете время и те задачи, которые вы должны выполнить за это время, у вас работа пойдет гораздо быстрее, потому что на самом-то деле можно один и тот же объем работы выполнять по-разному. Если отвлекаться, его можно выполнять неделями, а если вот сфокусироваться и делать, можно выполнить, вот, как я говорю, за 2 часа. Когда вы выполняете домашнее задание, либо же какую-то работу, нужно избавиться от всех отвлекающих факторов. Нужно закрыть все ненужные вкладки у вас там на ноутбуке. Нужно включить авиарежим в телефоне. Лучше его вообще унести в другую комнату, чтобы не отвлекаться на социальные сети. Все, что может вас отвлечь, нужно постараться этого избегать. Существует такая техника, как помодоро. Мне о ней рассказали еще в университете, которая помогает бороться с отвлечениями. Отрезки времени, в которые нужно работать, их условно называют помидорами. И такой отрезок времени длится 25 минут. Затем 5 минут нужно отдыхать и снова работать 25 минут. Когда проходят таких 4 25-минутных отрезка, тогда вы уже делаете перерыв там более продолжительный, на 15-30 минут. И она действительно помогает быть более продуктивным. Можете попробовать на себе. Также существуют специальные приложения, которые работают соответственно этой технике. Они вас будут оповещать, что вот этот отрезок времени, помидор, например, закончился, что вам нужно уже сейчас отдохнуть. Ребят, помните о том, что школа, университет — это своего рода школа жизни. Это не только те знания, которые вы получаете по каким-то определенным предметам. Это то, что учит вас достигать целей, начиная с каких-то маленьких, начиная там с выполнения домашнего задания, с вашей дисциплинированности, с вашей пунктуальности. Опять же таки, вы учите какие-то азы психологии, вы понимаете, как общаться с людьми, как выстраивать отношения, как все успевать, как держать баланс. Вот и чем лучше вы с этим справляетесь, чем лучше вы больше стараетесь, тем легче вам будет во взрослой жизни, тем проще вы будете идти к своим уже взрослым целям, тем лучше у вас получится реализовывать свой потенциал, свои амбиции. Ребят, учитесь, но в то же время получайте удовольствие от всего происходящего. Я искренне вам желаю продуктивного учебного года, желаю, чтобы вы стремительно шли к своим целям и у вас все получалось. А мы с вами скоро увидимся. Пока!